Друзья, приветствую вас на киевском турнире. Отборочные поединки ТОП-8. Дэйв Чейфи, Давидас Римкус, Алекс Курдечи и Красимир Костадинов сегодня будут сражаться не на жизнь, а на смерть, потому что сегодня они борются за попадание в ТОП-8. В этом выпуске вы увидите, как канал Изман Про трудится над тем, чтобы собрать самую интересную информацию для вас. Мы спросим спортсменов, каково им было находиться на этом турнире. Ну и, конечно же, выберем самые яркие и сочные кадры их борьбы. Хорошего просмотра. Не забудь подписаться на мой канал. Перед початком поєдинку мені здалося, що суперник буде домінувати над мною. Рука дуже висока, жорстка, це дуже для мене важко. Так боротися, коли рука висока. Я завжди в крюк борюся, мені треба вкручувати кожен раз. Він мені кожен раз вибивав пальці, але після розриву, коли нас мотали в лямки, я відчував, що в мене сили набагато більше, ніж у мого суперника. Я відчував, що він може, але для нього мінімальну краплю не вистачало. Поєдинок був дуже складний для мене, бо я до цього ще не виступав на вендетах. Готувався, мені сказали, за 3 тижні до цього поєдинку. Було мало часу для підготовки, але я з себе вижав, можна сказати, максимум. Тому, що маємо, то маємо. Я показав свій кращий поєдинок, який я за всю свою кар'єру, мабуть, бо я виступав 6 разів підряд. Супернику бажаю побільше перемог, а собі бажаю, що ще сильніших мені знайдуть суперників, ніж він. Месяц назад Игорь Мазуренко предложил Деме поучаствовать в рамфайте.
с хорошим спортсменом с Германии, да, как бы Дима, возможно, немножко сомневался в том, что нужно, не нужно, потому что он как бы после злотого тура форму как бы чуть-чуть растерял, но все равно мы были уверены, что Дима может победить. И вчера мы уже приехали в Киев как бы всей командой, чтобы поддержать Диму. Ну и Дима нас не подвел, я считаю, что Дима ну, как бы показал все, что он может и больше даже того в той форме, в которой он сейчас есть, потому что это далеко не пиковая его форма. Ну и я более чем уверен, что Дима будет еще прогрессировать и набирать форму, и со временем он составит очень хорошую конкуренцию всем остальным спортсменам. Да, ну, хочется как бы сказать, что эти два спортсмена – это как бы продолжители Андрея Пушкаря, это его ученики, это люди, которые как бы делают то, что Андрей, наверное, не успел сделать сам. И как бы это люди реально, я считаю, которые только начинают свой путь, потому что этих два парня, они еще очень молоды и реально все, что у них есть, они еще далеко не показали. Я верю в то, что эти два парня смогут достичь очень больших результатов. Как мы знаем, Олег уже отобрался в топ-8 в категории 95 килограмм. Это реально ну, самый крутой уровень. Мы все понимаем, какие спортсмены есть там и какие люди будут принимать участие. И как бы Олег, ну, он самый молодой в этой компании этих парней. И вот Дима, он также подтягивается. Немножко Диме нужно подобрать. И я думаю, что со временем он также сможет как бы ворваться в эту как бы струю самых сильных спортсменов, что он сегодня и как бы на злотом туре также доказал, что он может бороться с самыми сильными спортсменами и как бы показывать самые лучшие результаты. Андрюха, мені здається, що Андрій був би дуже радий побувати і побачити, як ми боремося. Він би за нас так само вболівав. І він би теж був би радий побачити, що ці поєдинки самі феєричні в нашій кар'єрі і що ми досягли під його руководством таких результатів. Ми зараз стараємося в честь Андрія, в пам'ять боротися на високому рівні, доказати, що команда Пушкаря є одна з найсильніших в світі і ми можемо конкурувати з суперниками світового рівня. От коли ми з Андрієм Анатолійовичем Пушкарем боролися, він нам показував наші сильні сторони, наші слабі сторони і завжди казав, що нам потрібно робити, щоб перемогти того чи іншого суперника, ну, кожному індивідуально. І от для Діми він знайшов такий підхід, де в нього реально крута, сильна форма. Діма сьогодні це використав, напевно, він згадав слова нашого наставника і ну, в нього це вийшло. Він послухав, згадав, як це робиться, і він це зробив. Зайшов в те положення, яке йому говорив Андрій Анатолійович, що в такій ситуації робити, і він виграв.
Владислав Стефанко на канале Изман Про. Ставим лайк, подписываемся на канал. Ставим лайк, подписываемся на канал. Ну скажи мне, мы же болеем все за классный результат у тех спортсменов, с которыми мы дружим, общаемся. Ты же знаешь, что мы хорошо общаемся с тобой. Да. Я, конечно же, переживал за тебя. Что идет не так? Ну, я скажу так, что мне предложили поединок этот за 3 недели. То есть я как смог, какую форму так привез, максимально готовился, настраивался на хорошую борьбу. Но оставалась мне неделя, я ушел уже на легкие нагрузки, и я заболел. До сих пор у меня еще насморк. Я слышу немножко в нос, ты говоришь. У меня была температура неделю, я не мог тренироваться. Но я старался по максимальному выложиться, сделать все, что от меня возможно, попробовать разные стили борьбы. Но соперник своим фронтальным нажимом мне пробивал и пронацию, и уже кисть. И натяжку И забирал натяжку полностью. забирал. В первом раунде у него кисть подвыбилась, когда я его словил. Он подумал, сделал правильный выбор, и потом я просто ничего не смог сделать уже с его И кистью. просто не брал так низко тебя, уже Да, захват держал Он высоко. знал уже, что я буду делать. Я не смог противостоять такому сильному, давно не встречал такого сильного фронтального нажима. Просто он нажимал на меня, а я ничего не смог противопоставить этому. Какие планы на этот год? Хотелось бы залечить все, конечно, болячки. Вот. И, наверное, все-таки выбрать категорию 78, потому что я весил 81 килограмм, и для меня это тяжело с такими парнями большими бороться. С большими руками длинными, с длинными пальцами. Я думаю, что все-таки в следующий раз я уже буду выступать в категории 78. Задам тебе такой вопрос. Не за кого ты болеешь сегодня в отборочных поединках топ-8 абсолютной категории 105+, а кого ты считаешь наиболее перспективным из этих парней, которые сегодня будут бороться? Конечно, мне нравится Краси, его стиль борьбы, но все-таки я думаю, что у Алекса Курдечи еще потенциал очень большой. Он только начал развиваться в этом спорте. Я вижу, как он прибавляет с каждым годом, как у него повышается технический прогресс. И в этом плане он, я думаю, еще будет набирать. И в дальнейшем, еще через 2-3 года, я думаю, что он будет жить в топе тяжей. Это однозначно. Скажи еще такой вопрос. Я предположил, что Курдеча может дать бой таким спортсменам, как Дэйв Чейфи, как Виталий Лалитин, как Ливан Сагинашвили. Не слишком ли я даю ему большие надежды? Несомненно, это будет, но в ближайшие 1-2 года, думаю, вряд ли. Еще он наберется чуть-чуть опыта, пару раз с этими ребятами встретится, сделает выводы. И думаю, в течение 1,5-2 года, я думаю, что вполне возможно. Ему еще нужен процесс становления как профессионального атлета. Мне кажется, что ему нужен профессиональный тренер, который помог бы ему эти все маленькие нюансы, которые погрешности в технике ему помог исправить. Такой, допустим, опытный спортсмен, как у нас был Андрей Пушкарев, все знают. Вот. Если ему дать грамотного тренера, вот, то я думаю, что он будет лидер. У него огромный рост, хорошие антропометрические данные. Я думаю, что все возможно. Почему такой сильный? Да не сильный. Что это было? Это везение? Нет, это только начало. Вот так, еще не сильный. Знаешь, как я это вижу? Ты не только силен, ты теперь еще и красивый. Ты стал больше, ты стал атлетичнее, чем ранее. Спасибо. С чем это связано? Ты изменил питание, ты добавил в свою диету яичные белки. Нет, не только яичные белки добавил в свое питание. Спортивное питание добавилось. Очень хорошее. Плюс так, в общем, набрал. Если я там раньше даже на том же Львове выступал в 80, это был мой прям максимальный вес, то это я... Не рабочий мой вес был. Сейчас я стараюсь придерживать даже 83-84, то есть это в силовых очень хорошо добавил. Колоссально поменял стиль борьбы. В боке очень хорошо добавил. Раньше я, в принципе, его в априори не делал. Ну, я увидел, то есть ты стал в бок давить так, как будто ты всю жизнь раньше боролся в бок. Нет, кстати, вот именно Львов и поспособствовал тому, чтобы добавить в боке. Увидел, что украинская школа стоит именно, большинство спортсменов борется в бок. Натяжку добавил в спине, спину очень хорошо начал делать. Это прям колоссально добавилось. Съездил на мир, не понравилось. Форму очень хорошую завез на мир. Немножко с судейством там были проблемы. Все, решил уйти с ФАФ, прийти в
выступал. А что скажешь о своем сопернике? Он был первый в рейтинге. С И ты так Ромой, легко с с ним Ромой мы разобрался. встречались еще в Катовице года 2, наверное, назад. Да, это Я- было в 2003 года назад, в 2017 году. Да. У нас попалась первая схватка на левых руках. Я тогда проиграл ему по фолам. Буквально вот столько там не дожал миллиметры, очень сильно расстроился немножко. Так давно хотел с ним встретиться, взять реванш. Так получилось, что в Катовице и, допустим, ну, сравнить сейчас, форма колоссально отличается. Я знал, что и Рома добавил, но ну, как-то был не самоуверен, а уверен даже, так сказать, в своей победе, потому что я знал стиль борьбы Ромы и, то есть, ну, в принципе, готовился. Немножко удивило то, что он очень хорошо добавил борьбу верхом. Такой он раньше боролся в трицепс. Ну, я немножко не хватало времени добавить, чтобы противостоять этому верху. Ну, в принципе, получилось, добавил. Бог помог тот же. За кого сегодня будешь болеть? Один человек из топ-8, 105 плюс. 105 плюс за Красимира Костадинова и за Чефи. И зачем? Да. То есть ты их считаешь самыми перспективными для того, чтобы топ-8 была Мне интересной эти в этом году? Два спортсмена эти просто, ну, мне очень нравится их борьба. Красимир сам по себе, как человек, вот следишь, он скромный, очень хотелось бы, чтобы он участвовал в топ-8. Ну, обоим удачи желаю. Спасибо тебе. Рад видеть Спасибо, тебя взаимно. в Украине. Мы видимся с тобой в Украине уже не Второй первый раз. раз. Да, не первый раз. Я надеюсь, что Украина будет принимать такие турниры и дальше. Поэтому буду рад видеть тебя всё Спасибо. вновь и вновь. Ну и, конечно же, куда без партнеров таких мероприятий, на котором мы находимся сегодня. Всегда для развития спорта нужны спонсоры, партнеры, которые будут принимать участие непосредственно в том, чтобы мотивировать наших спортсменов. Сегодня у нас один из партнеров – это компания Белок.ua, бренд-менеджер компании Белок.ua. Вы впервые в армрестлинге. В армрестлинге, да. Вот, мы решили поддерживать все турниры любого масштаба по всей Украине, как бы, то есть и это не исключение, тем более мы не ожидали, что будет такой ажиотаж, будет столько гостей, будет столько звездных гостей. Вот, и мы рады поддержать ребят призами, подарками и скидками всевозможными, как бы, ну, то есть все то, что может их поддержать в дальнейшем, как бы для получения побед, для каких-то новых перспектив, каких-то целей перед собой. Вот, то есть очень довольны сегодняшним мероприятием. И На мы, высшем можем, уровне. и мы можем ждать вашу компанию на следующих турнирах профессиональной лиги. Обязательно будем участвовать. Вот, этот формат очень понравился. Спасибо. Друзья, сегодня мы поговорили немножко с Давидосом Римкусом, так как у нас есть барьер, мало у нас переводчиков, которые могут перевести литовский язык, но он сказал о том, что он приехал сюда побеждать. Я спросил, смотрит ли он канал Изман Про, на что он ответил мне, Subscribe Изман Про. сказал, я подписан на канал Изман Про. Друзья, смотрим, как пройдет борьба Давидоса Римкуса на моем канале. Удачи. Good luck, bro. Кто у нас еще? Давай еще раз. Кто еще? Я забыл. Кто еще? Бро твой прискакал и что-то ругается матом. На кого ты ругаешься? Ты на кого ругаешься? Мешаешь нам интервью записывать. Не стыдно тебе? Я не видел. Ты не видел. Выйди из кадра. Отчитали. Вернись в кадр. Все, теперь я вижу, что у нас связь с белорусами налажена. У нас отлично настроена связь. У Клары украл инвестиции Кларнет. в Сейшеловые острова. Ты тоже пока рот разминай, что с этим? Я на разминали сегодня рот уже. Я не пойму, вам что, холодно? Не, нам жарко. Зачем вы оделись? Мы не имеем таких красивых футболок из Манпро, поэтому мы в куртках ходим. Ты просто не габаритный. Ты не габаритный. Да нет, просто Красимиру нужно набрать, а мне нужно скинуть, чтобы быть в одной весовой категории. Как-то так. А что вы вместе? А, Вы опять свидетели церкви армрестлинга? да. Вы можете Секта. воинственно настроиться,
на поединок. Потом, возле стола. Посмотрим, как будет. А сейчас директор мессинга. Прошлый год был тяжелым для тебя. Пацаны, спасибо. Там горит пипец, поверь мне, бро. Там горит страшно. Я сплошной позитив. Arbeiten my front. Хартенбраун, Гевратенштайзен, Горбистраус с колбасой. Ты готов? Вались как-то. Эта шутка была какая-то, знаешь, такая особенная. Я не встречал мужчин, у которых кисти позволят вместить 5-й размер. I'm speak and you speak. Okay? Сегодня дебют профессионального